Собака по кличке Крайлин долгое время скиталась по улицам, пытаясь выжить в сложных условиях. Когда ее обнаружили в центре города, она была в ужасном состоянии, раненая, истощенная и едва способная передвигаться. Было очевидно, что животное испытывает сильные боли. К счастью, на ее пути встретились добрые люди, которые сразу поняли, что собаке нужна помощь, и сообщили о ней волонтерам. По внешнему виду и характеру травм можно было предположить, что Крайлин попала под машину. Волонтеры не стали терять ни минуты и срочно доставили ее в ветеринарную клинику. Осмотр подтвердил самые худшие опасения, травмы оказались гораздо серьезнее, чем можно было заметить с первого взгляда. Помимо многочисленных царапин и глубоких порезов, у Крайлин был разорван мочевой пузырь, переломы нескольких костей, а также серьезные повреждения желудка. Врачи назвали ее выживание настоящим чудом. Учитывая масштаб травм, она могла погибнуть еще на месте аварии. Шансы на ее спасение были крайне малы, но команда ветеринаров решила сделать все возможное, чтобы дать собаке шанс на жизнь. Операция длилась несколько часов и потребовала усилий нескольких хирургов. Каждый этап был сложным и рискованным, но все прошло успешно. После операции Крайлин долго не могла выйти из состояния наркоза. Ее состояние было настолько тяжелым, что первые дни она находилась в кислородном боксе, где за ее дыхание практически боролись врачи. Ее состояние стабилизировалось медленно, но постепенно, через несколько дней она начала приходить в себя. Крайлин было запрещено есть из-за серьезных травм желудка. Целую неделю собака оставалась на голодной диете, получая только необходимые питательные вещества через капельницы. Лишь спустя 7 дней врачи разрешили начать осторожное кормление специальными диетическими продуктами. Когда состояние собаки улучшилось, ее выписали из клиники и перевезли на передержку к одной из волонтеров. Женщина, принявшая Крайлин, создала для нее уютные условия, чтобы она могла восстанавливаться и медленно набирать силы. Полное восстановление потребует много времени, но теперь ее жизни больше ничего не угрожает. Несмотря на перенесенные страдания, Крайлин оказалась очень терпеливой и благодарной. Она радуется любой заботе, с интересом наблюдает за происходящим вокруг и, кажется, впервые за долгое время начинает верить, что впереди ее ждет счастливая жизнь.